В эфире «Взгляд». Здравствуйте. С середины прошлого месяца в мире начало происходить нечто очень важное. Впервые за долгий период времени по Америке прокатилась волна массовых демонстраций. Сегодня мы поговорим о первых массовых выступлениях американцев против мировых кукловодов, банкиров с Уолл-стрита. Вот уже на протяжении более 35 лет отдельные американские политики, журналисты и общественные деятели говорят об угрозе создания мирового правительства под руководством и при участии Федерального резерва США и его детища, богатейших американских мировых банков. Однако первые в истории поистине массовые демонстрации против банкиров-иллюминатов начали проходить в США с 16 сентября 2011 года. За 3 недели они прокатились по крупнейшим городам Соединенных Штатов: Нью-Йорку, Бостону, Чикаго, Лос-Анджелесу, Сан-Франциско, Сан-Диего, Денверу и другим городам. Лоббисты и крупные корпорации управляют этой страной, говорит один из демонстрантов. Они отнимают денежные гранты и манипулируют деньгами, которые больше всего нужны нам, людям. Только в одном Нью-Йорке собралось более 20 тысяч демонстрантов. Они оккупировали наиболее занятые улицы и центральные парки города. «Долой богачей! Власть миролюбивым! Мы – нерасходный материал», гласят надписи на плакатах. Массовость, объемность и острота протестов естественно привлекли внимание центральных телеканалов. И события отразились в новостях. На экране обсуждение блокады Уолл-стрит 7-м каналом телекомпании ABC. Мы просмотрели новости 7-го канала. Все освещено объективно и правильно. Однако совсем в ином ключе прозвучал репортаж телекомпании CNN. Вот что комментирует журналистка телекомпании. Протесты под девизом «Оккупировать Уолл-стрит» проходят уже 3-ю неделю. Все это началось с менее чем дюжины студентов, кемпинговавших в парке. А сейчас возле биржи сотни протестующих. Но против чего они протестуют, кажется, никто из них не знает. Сегодня днем мы пошли на Уолл-стрит прояснить ситуацию. Не знаем, что слышали вы, а я увидела вот что. Это не группа танцующих, протестующих хиппи. Там были совершенно разные люди. Дети, учителя, чирлидеры, почти что Санта. И вот этот тип. Серьезно создалось впечатление, что все эти люди решили просто отдохнуть. За чтением книг, игре на банджо, бонгах, за продажей обедов, дизайнерских лого для йоги, за работой на компьютерах, игрой в нетбуках и мобильниках. Журналистка CNN берет интервью только у одного молодого человека, который, скорее всего, не имеет отношения к демонстрантам. Далее она продолжает. Мы проверили цифры в одном из банков. Пока эти люди отдыхают, банк вложил государственный выкупной заем в дело и заработал 10 миллиардов долларов, предназначенных для налогоплательщиков, потерявших работу на General Motors. Банкиры заверяют, что в ближайшее время удвоят эту сумму до 20 миллиардов. Трудно поверить, что две, по сути, одинаковые телекомпании выдают такую полностью противоположную информацию. Неужели телекомпания ABC такая объективная, а CNN нет? Не может быть. Может быть, это желание выглядеть оригинально из-за конкуренции? Не думаю. Извините, не тот случай. Этот фарс больше напоминает игру в доброго и злого полицейского. А не может ли это быть широкомасштабным, отлично разработанным сценарием? То есть каждой телекомпании кем-то расписана своя роль, и они играют ее точно по написанному. Но не будем забегать вперед. Отметим только, что у всех телекомпаний в деле освещения демонстраций против банкиров есть одно общее. Они одноразово выбросили в эфир то, что и так очевидно. Но большая часть события их не интересует. Однако, несмотря на игры телекомпаний, массовость протестов с каждым днем растет по всей Америке.
5 октября от коллег из США нам поступила достоверная информация о том, что к ралли протеста присоединились некоторые профсоюзы. А это, пожалуй, самая мощная, организованная и требовательная структура в Соединенных Штатах Америки. Казалось бы, надо радоваться. Ура! Бунт внутри империи. Газета USA Today дает заголовок с фото «Революция начинается в нашем доме». Процесс борьбы с банковскими корпорациями сдвинулся с мертвой точки и продолжает нарастать. Мы стали свидетелями исторической перемены. Однако не все так просто, как то, что мы видим на экранах телевизоров. Давайте попробуем с точки зрения взгляда по-своему сложить 2 и 2. Посмотрим внимательно на происходящее и заглянем в суть. Любой здравомыслящий человек понимает, что объединенная одинаковыми интересами группа, скажем, студенты, может организовать забастовку, протест и так далее. Однако такое мероприятие никогда не наберет хаотично размах, который вырастет до размеров целой страны. Здесь явно не обошлось без участия сценариста, режиссера и спонсора. Вспомните хотя бы оранжевую революцию. Надеюсь, не надо объяснять, кто был ее спонсором и организатором. Это мы с вами уже проходили. Хотя, хотелось бы и не бесполезно было бы напомнить имя одной персоны, проявлявшей к Украине неподдельно острый интерес. Это Джордж Сорос. Он же главный куратор, если не сказать владелец, калифорнийской непрофитной, то есть работающей не для прибыли корпорации RAND, основного мозгового центра Америки. RAND стояла и стоит у истоков организации всех международных диверсий, переворотов, цветных революций и войн. LA Times, Washington Post, USA Today и другие газеты упомянули, что Джордж Сорос выступил в поддержку протестантов против Уолл-стрита. В частности, он сказал: «Вы делаете правое дело». Справка. Википедия описывает Джорджа Сороса, 1930 года рождения, урожденного Георгия Шварца, Венгрия, как проповедника демократических идей, филантропа, человека, который поддерживает и спонсирует прогрессивные либеральные идеи. Однако, кроме упоминания, что Сорос был председателем Совета по международным отношениям и организатором Розовой революции, Википедия не дает справку о том, что Сорос – крупнейший в мире торговец оружием, руководитель и последняя инстанция в корпорации RAND по утверждению диверсий, переворотов, цветных революций и войн. Известный американский журналист Алекс Джонс называет Сороса человеком с двойным дном. Также ничего не упоминается о причастности Сороса к иллюминатам и Бильдербергской группе, несмотря на его систематическое участие в их ежегодных заседаниях. Прежде чем мы вернемся к нашей версии, давайте познакомимся с тем, что такое демонстрация протеста в Америке. Федеральный закон США о правилах проведения демонстраций, пикетов и прочих собраний в городах и населенных пунктах гласит: демонстрация, собрание или любое другое скопление людей, носящее целенаправленный характер общественного или иного выражения требований, недовольства или несогласия в любой общественно разрешенной форме в отношении государственных, административных органов или иных учреждений, должны проводиться с разрешения местной государственной администрации. Организаторы массовых демонстраций, скоплений обязаны заблаговременно уведомить общественность о предстоящем мероприятии через печатные и прочие средства массовой информации. Проведение описанных выше мероприятий без разрешения властей и предварительного уведомления общественности приравнивается к понятию «массовые беспорядки» и является административно и уголовно наказуемым. Теперь, когда мы с вами знаем основу, нетрудно догадаться, что выступления американцев и демонстрации в разных городах проводились с разрешения властей и получения лицензий. А теперь, со знанием аспекта, внимательно посмотрим отрывок о прохождении демонстрантов по Бруклинскому мосту.
Посмотрите, демонстранты идут мирно, сопровождаемые полицией. Полицейские, естественно, следят за порядком, но они также присутствуют, чтобы оказать помощь в случае, если кто-то подвернет ногу или кому-то станет плохо. Полицейские, заметьте, идут впереди, потому что они заранее знают маршрут, так как он предопределен дополнением к разрешению властей на проведение демонстрации. Кто-то из зрителей может не поверить. Я объясню. Представьте себе демонстрантов, смешавшихся с автомобильным движением в центре Нью-Йорка, когда ни транспортные средства, ни демонстранты не могут разойтись. Да это будет хаос с жертвами. Надеюсь, такой аргумент вполне убедителен. Аресты. На Бруклинском мосту полиция арестовала 700 человек. Почему, если демонстрация носила мирный характер? Ну, первое объяснение очевидно. Грубость в отношении полицейского при исполнении или оскорблении. В руках у демонстрантов были плакаты, гласящие «Полиция служит богатым, а не защищает рядовых граждан». Как видите, первые аресты вызвали возмущение других участников демонстрации, и началась цепная реакция. Есть второе объяснение, но мы оставим его для нашей версии. Вернемся к версии, или, если хотите, к теории заговора. В американской печати опубликованы предположения, что именно Джордж Сорос мог быть изначальным спонсором первых выступлений в Нью-Йорке. Предположение основано на его либеральных взглядах и выступлении в прессе в поддержку демонстрантов. Однако что-то не состыковывается. Мультимиллиардер, банкир, иллюминат и вдруг поддерживает выступление против самого себя? Неужели поссорился с Рокфеллером или хуже, со всеми банками на Уолл-стрите? Однако есть правило. В кругах, где крутятся миллиарды, ссор не бывают. Они невыгодны. Они приносят только потери. И потом, как же так? Мол, мы, иллюминаты, есть, хотим создать мировое правительство, поработить весь мир, империю вот загнали в угол, а население терпит. Надо проверить, а не задумал ли плебс чего хитрого. Поэтому у меня возникло предположение. А что, если будущие мировые правители решили провести репетицию? Так сказать, посмотреть, до какой степени злости доведен народ. Но судите сами. Экономика Америки безудержно входит в депрессию. Инфляция и уровень безработицы высочайшие в истории страны. Кредитная система работает фактически только на богатых. А оборот наличных денег по стране искусственно сокращен на 2,3 миллиарда долларов. Собственно, давайте послушаем самих американцев. Репортаж Кита Олбермана. Демонстрация против Уолл-стрит. День 6. Сотни людей на улицах, но их до сих пор игнорируют. Те, против кого направлена эта акция. Те, кто должен быть на их стороне, и даже те, кто должен заводить на них досье. Мы больше не собираемся терпеть корпоратократию. Мы хотим, чтобы корпоративные деньги были вложены в нашу политику. Мы хотим, чтобы корпоративные деньги служили всему миру, а не контролировали все вокруг, включая нашу жизнь. Здесь очень много людей, и я думаю, что что-то не так, если они не знают, зачем они здесь. Такие большие корпорации, как Банк Америки, Exxon, имеют столько влияния на наше правительство, что вряд ли кто-нибудь привлечет их к ответственности. Поэтому так много людей, которые жаждут справедливости. Мы можем снимать репортажи на Ближнем Востоке, но мы не снимаем здесь. А ведь это происходит у нас во дворе. И где же телевидение? Кучка людей играет нашим будущим, как в казино. Я не согласен с этим. Наши политики больше не представляют нас, людей. Наши голоса не слушают. Люди, собравшиеся здесь, говорят обо всем. Проблемах политики, проблемах банковской системы, моей и вашей пенсии. Я потерял работу и медицинскую страховку.
Итак, события развиваются. Информация от американских коллег-журналистов продолжает поступать как никогда часто. С 6 на 7 октября я провел 2 видеосессии с журналистами из Лас-Вегаса и Нью-Йорка. Возможно, в процессе развития событий удастся выяснить, от кого исходит инициатива организации кампании против Уолл-стрита. По информации, полученной в ночь с четверга на пятницу, общее количество арестованных демонстрантов по США уже превысило 1500 человек. Национальная гвардия США и подразделения ФЕМА находятся в боеготовности номер 1. А в некоторых штатах Национальная гвардия подтянула бронетехнику к окраинам больших городов. Более того, известный американский журналист, писатель, режиссер Майкл Мур с экрана призвал американцев нарушать закон и вступать в открытую конфронтацию, если это необходимо. Поэтому продолжим тему в следующей передаче. Будьте со взглядом. До встречи в эфире.